Всем очень большой привет! Я вас приветствую на своем еженедельном апдейте по ключевым для всего мира активам. Мы будем сегодня смотреть с вами фьючерсы на S&P, на NASDAQ, на нефть, на золото и на природный газ. Конечно же, я вас призываю подписываться на мой бесплатный телеграм-канал «Торговать нельзя инвестировать», в котором ссылку на который вы видите у себя на экране. А также обязательно подписывайтесь на этот YouTube канал, ролик на котором вы смотрите, комментируйте активно. Если вы не хотите всего этого делать, а хотите бунтовать, ставьте лайки, обязательно сделайте это, и тогда я все пойму. Итак, давайте приступим к обзору. В первую очередь мы с вами говорим про индексы S&P на биржах CME, индексы, конечно, фьючерсы, и делаем мы это на месячном и на недельном графиках. Итак, в первую очередь я вам хочу напомнить о том, почему мы так позитивно смотрим на S&P, почему мы так хорошо растем. Это потому, что в ноябре мы росли лучше, чем в этот месяц, потому что рост, почему мы сравниваем? Потому что рост у них был с одной и той же точки, но точка закрытия получилась выше, конечно, лучше в ноябре. При этом, сравнивая объемы этих двух месяцев, мы видим, что объем в ноябре был выше. Ну, не сказать, что значительно, но выросло, мне кажется, значительно сильнее. И это говорит мне о том, что в целом мы еще должны продолжить рост в данном активе. Еще можем мы это сделать. Продолжим далее. Мы с вами можем отметить, что в прошлом месяце, в декабре, был плохой пробой исторического экстремума на сниженном объеме. С одной стороны пробой плохой, с другой стороны сниженный объем как раз нам с вами говорит о том, что продавец не вкладывал никаких усилий в этот самый момент. Это говорит о том, что продавца по большому счету и нет. Ну и последний очень важный момент заключается в том, что я вижу здесь так называемую фигуру убегающий флэт или расширяющийся флэт, то есть у нас будет два варианта движения цены. Вот мы уже обновляем экстремум, то есть вот у нас было движение тройкой в рамках волны А. Дальше у нас идет движение в рамках волны Б, и это движение также содержит маленькую волну А, маленькую волну Б и большую волну С. Волна С может быть диагональю. И диагональ – это когда, соответственно, у нас с вами была первая волна, вторая волна, третья волна больше первой, четвертая волна больше второй, и четвертая волна протестировала завершение первой. И, соответственно, пятая волна должна быть как минимум равна третьей тогда, а это в области 5000, ну, чуть-чуть ниже там, на пару десятков. Вот так, 49,70. Хотя мы, кстати говоря, уже очень близки к этому уровню. 49,38 было, да? Или почти. А также мы можем достигнуть уровня 140-160% от размера третьей волны. Это получается, ну, если огрубим, 5-5200. Поэтому я жду движения цены в целом вот таким и дальнейшее движение цены вниз в рамках вот здесь вот и здесь вот у нас заканчивается волна Си. Мы уже посмотрим, как это будет происходить. Ну, то есть движение у нас может произойти сюда, допустим, да, либо еще ниже, значительно ниже. Вот, ну, движение может быть вполне себе таким. Дальше на недельном графике цена находится прямо сейчас в области двух уровней перекупленности. И это, безусловно, дает некоторый позитив для продавца и негатив для покупателя. Ну, вообще, в целом, цена находится на очень важных экстремальных отметках. Одну пробил, другую не смог. Ну и, опять же, пробил, не шибко далеко вверх ушел. Что говорить про объем? Во-первых, мы снизили спред и прогресс по отношению к прошлому бару, к прошлой неделе. И снизили объем. Это говорит о том, что покупатель вкладывает меньше усилий. С другой стороны, конечно, и продавец не особо сопротивляется, но покупатель вкладывает меньше усилий. Верхняя квартальная маржинальная зона находится по адресу 5007-5030.
Здесь же у нас находится вот эта вот самая область, тоже которая выступает целью. Поэтому у нас может быть следующий вариант движения цены. Либо у нас здесь вот так все произойдет, достигнем этого уровня и полетим сильно-сильно вниз, либо у нас сейчас будет какой-то временный разворот с хорошим движением вниз. Хороший рост, но слабее, чем первая волна. Потом будет слабый, что-то вот в подобном духе. Таким образом у нас формируется сужающаяся диагональ внутри вот этой пятой волны. Внутри волны C, внутри волны B. Вполне себе такое может быть. Что говорить про дельту? Дельта единственная причина, по которой я не жду снижения цены, потому что шортов много, видите, а цена при этом растет. Вот они, все шорты, вся дельта краснющая, а цена при этом растет. Это говорит о несостоятельности продавцов. А также очень важно отметить, что на дневном графике мы хоть и пробили уровень перекупленности, вот такую локальную историю, да, но видите, цена прямо облизывает этот уровень перекупленности, касается его каждый день. А также, начиная с этого момента, самый большой объем у нас находится прямо сейчас выше текущей цены, это как бы способствует снижению цены. Поэтому можем ли мы сделать большую вторую волну? Вдруг мы ее еще не закончили. Базовый мой вариант заключается в том, что у нас здесь была волна 2, и дальше вот у нас пошла волна 3, она будет очень большой. Это базовый вариант для дневного графика. Но также у нас может быть, что это волна W, здесь, допустим, волна X, и будет какая-то, например, очень большая и страшная волна Y. Вполне себе это может быть. Тогда мы завершим. А может быть даже еще глубже волна Y идет. Да? И только потом мы таким образом завершаем вторую волну и начинаем расти в рамках третьей волны. То, о чем я вам говорил в рамках недельного таймфрейма, что может получиться. Вот. Говоря просто о недельном таймфрейме, вот тут у нас идет пятая волна на недельном. Вот здесь вот эти истории достаточно странные. Мне не очень понятно, как это разложить на импульсную пятерку. Она и вот так-то не получается для первой волны, если быть честным. Вот. Но, вернее, не то, чтобы не получается. Возможно, я не очень внимательно смотрел, но как бы стараюсь всегда педантично к этому вопросу подходить. Не очень она хорошо получается для того, чтобы отметить здесь завершение первой волны. Как тогда можно еще поступить, честно сказать, ума не приложу. В целом, первую волну можно, допустим, закончить здесь. Типа как первая волна, вторая, дальше первая, вторая, третья, допустим, четвертая и пятая. Например, таким вот образом, третья волна, четвертая и пятая. Как вариант. Допустим. Тем не менее, сейчас единственное, что негативно складывается для продаж, это то, что пятница была сформирована плохими продажами. Узкий спред, снижен прогресс. Нет, прогресс сопоставим, но спред узкий, объем снижен. Как результат, бар продаж с хвостом покупок и хвостом продаж. Не сильный продавец, но самое главное то, что он закрывается ниже этого объема. Данный инструмент я лонгую его в рамках своего платного телеграм-канала iRussian Market Future и акции. Там торгуются фьючерс SFH4, это SPIF на SPY на московской бирже. Собственно говоря, вы можете подписаться на данный телеграм-канал. Обязательно для этого обращайтесь к моему телеграм-боту. Ссылка на телеграм-бота есть в описании моего канала основного. Итак, потенциально я сейчас жду два движения. Либо у нас будет хорошее снижение, отскок и дальнейшее продолжение, да? Либо у нас будет слабое снижение, продолжение движения цены вверх, потому что здесь здесь продавец очень-очень слабый. Что говорить про часовой график? На часовом графике было сильное снижение, также сильное снижение, ослабло это движение сильно, да? Вот, например, вы можете легко увидеть, вот здесь мы падали гораздо сильнее, чем здесь, да?
Здесь мы падали гораздо сильнее, чем мы это делаем здесь. То есть здесь начало, конечно, было бодрое этого снижения, смотрите, но потом остановилось. Но локально, единственное, что надо сказать, что локально видно, что вот покупатель был крепкий и потом намного слабее. Видите, есть разница в закрытии. Вот, если бы закрылись здесь, нет проблем, полетели бы дальше вверх. Но, видите, этого не происходит. То есть локально, наверное, можно ожидать еще коррекции актива, если говорить про локальные трейды. Вот сюда для дальнейшего роста. Мне кажется, это будет наиболее оптимальным решением. Стоит ли здесь шортить? На ваше усмотрение, но из маржинальной зоны 1/4, 48.74, 48.68, стоит лонговать, пробовать. Маржинальная зона 1/2, тоже очень сильный уровень, крайне сильный уровень, находится в области 48.15, 48.03. Если говорить о том, как располагались объемы, самые большие объемы, на протяжении недели, да, вот у нас пятница, четверг, среда, вторник, понедельник. Значит, здесь на одном и том же уровне самый большой объем, ну, наверное, значительный пучок объемов был выше закрытия цены. Здесь самый большой объем дня был ниже закрытия цены. Вот здесь самый большой объем дня выше закрытия цены, и это должно способствовать снижению дальнейшему. Здесь у нас, ну, наверное, где-то соу-соу, 50 на 50. Здесь цена закрылась ниже самого большого объема, то есть это тоже способствует снижению цены. Потенциальному как бы подталкивает. Поэтому, ну, для дневного графика потенциально здесь можно поставить лонг, сюда можно поставить стоп-лосс в ожидании работы на пробой максимума. Да? То есть выглядит это таким образом. Либо уже сделка на часовом таймфрейме от маржинальной зоны. У NASDAQ в этом смысле все выглядит несколько грустнее, нежели у S&P. Ситуация с точки зрения месячного графика абсолютно аналогичная. Мы сейчас не будем сильно заострять на этом внимание. Опять же, цена выросла в ноябре гораздо лучше, чем это делала ранее на более высоком объеме. Вы сами это видите. У нас состоялся пробой, и он хотя бы заметен. Но когда был пробой, опять же, у нас был сниженный объем. Это говорит о том, что продавец особо не сопротивлялся этому движению и не встречал его на историческом экстремуме. Что говорит про текущий месяц? Растет хорошо, объем растет тоже, но до конца месяца есть еще время. Целых 3 торговых дня. Вот. Ну, совсем скоро мы сможем с вами принять какое-то решение. В целом, ситуация здесь точно так же выглядит, как плоскость. Эта плоскость будет либо убегающая, либо расширяющаяся. Это когда у нас однозначно обновляется максимум волны А. То есть вот у нас пошла волна А, дальше идет волна B. Вот это все движение идет волна B. И дальше у нас будет волна C. Волна C либо ударит сюда, либо ударит еще ниже. То есть здесь C и здесь C со знаком вопроса. Надеюсь, понимаете. После чего потенциально может быть дальнейший рост. Но до этого, конечно, еще очень-очень далеко. Я армагеддончик по своей натуре, поэтому я ожидаю, конечно, очень сильного движения вниз в рамках волны Си. Потенциально это вообще у волны Си это может быть уровни 140-160% в рамках расширяющегося флета, расширяющейся плоскости. Это, То есть это может быть вот сюда, в этот диапазончик удариться. Да, давайте отмерим его вот таким образом. Вот сюда это может свалиться все. Представляете, что будет в этом мире? Вот. Также цена может вырасти до уровня, в рамках волны B, цена может вырасти до уровня 140-160%. На текущий момент времени это нижняя цена 19200 и 20460 для месячного тайма. На недельном тайме у нас было на этой неделе цена достигала верхней квартальной маржинальной зоны. Конечно, цена на NASDAQ выросла гораздо сильнее. Я нахожусь в лонге. Значит, мы тестировали верхнюю квартальную маржинальную зону, и от нее пошел сильный ответ продавца.
как вы видите. 17700, 17800. Как-то проглядел я это в течение недели, и поэтому не закрыл свою покупку с максимальным профитом, но вот буду думать, что с ней делать в течение как бы недели предстоящей. На недельном графике вот у нас идет здесь движение А, Б и С. Волна С состоит из 5 волн роста. У нас была первая волна, вторая волна, дальше пошла огромная третья волна, четвертая волна и, соответственно, пятая. Пятая я пытаюсь рассчитать, конечно, на дневном графике. Честно сказать, дается очень-очень трудно. В рамках текущей недели мы видим, что у нас вырос объем, у нас снизился спред, у нас снизился прогресс. Как результат, это был бар покупок с хвостом покупок и большим хвостом продаж. То есть в целом это действительно нам с вами говорит о коррекции в данном активе, и она может быть значительной. Например, к нижней квартальной маржинальной зоне. Это продолжается недельный график, и здесь хочется отметить, что у нас тоже есть возможность начертить актуальный тренд. И хотелось бы, конечно, завершить рост на вот этой верхней линии, потому что она очень-очень мощная. Если мы до нее коснемся, то у нас будет потенциальный шорт, конечно, очень большим. С точки зрения того, как это все дело добро выглядит на дневном графике, то вот эту вот первую волну в рамках пятой волны на недельном тоже очень трудно рассчитать, но типа того, что это может быть как волна 1, волна 2, допустим, волна 1, 2, 3, 4, но такого быть не может. Здесь произошло перекрытие. Чтобы это засчитать третьей волной, это невозможно. Да, какой вариант может быть еще? Первая волна, вторая, дальше, допустим, первая волна, вторая, ну и снова какая-то ерунда. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, например. Таким образом, третья, четвертая, пятая, например. Таким образом, третья, четвертая, пятая, например. Ну, как вариант. Как вариант такое может быть. Единственное, что вот это вот движение, конечно, оно никак не катит за первую волну. И вот сейчас мы попробуем это посмотреть на... Ну, хотя почему? Вот это, конечно, может быть и первая волна, ну, как вариант. Как вариант движения. Здесь зигзагом, кстати говоря, обратите внимание. Вот такое движение, зигзагообразное. Сформировали ложный пробой, полетели вверх и очень сильно. Кстати говоря, вполне себе возможный вариант того, что здесь первая, здесь у нас, допустим, идет, сейчас я поправлю, значит, у нас идет вторая, мы завершили, значит, или завершаем третью, дальше у нас пойдет четвертая, да, и затем у нас пойдет, соответственно, какая-то пятая. Вот, не будем сильно фантазировать, ну, допустим. Вот эту штуку можно будет удалить. Хотя не, оставлю на всякий случай. Вдруг не прав буду. И нам придется с вами вернуться к разметке. Теперь мы смотрим с вами дневной повнимательнее, локальную историю. Вы видите, что у нас здесь были слабые продажи, их пытались поглотить, но ничего не получилось, поглощение нормального не вышло. С участием даже повышенного объема, кстати говоря. И у нас снова атакуют продажи. Наибольший объем этого роста, вот начиная отсюда, у нас находится здесь. Это говорит нам с вами о коррекции до зоны продаж. Честно сказать, наверное, она все-таки будет, эта самая коррекция. Уровень перекупленности удерживает цены. И до зоны покупок, вернее, да, до этой зоны покупок или до этой, вполне себе мы могли бы дойти. То есть потенциально у нас движение может быть вот таким. Да, то есть формируя здесь ложный пробой, формируя здесь ложный пробой, например, может быть, очень даже может быть. С точки зрения часового графика, здесь продавец отвечает лучше, чем на S&P. Смотрите, здесь падали так, здесь падают быстрее, сильнее. И причем продавец отвечает еще и раньше. Наверное, можно надеяться на какую-то коррекцию локальную, вот если мы проведем уровень перепроданности. А, кстати говоря, она уже была. Теперь мы можем провести эту коррекцию локальную по-другому. Да, мы можем теперь провести ее вот таким образом.
Раз и два. То есть цена у нас может падать до маржинальной зоны 1/2. И от маржинальной зоны 1/2 у нее будет какое-то вот, коррекционное движение вверх. Вот, до сюда мы можем свалиться, после чего восстановимся к этим уровням. Но на самом деле шортов открывается большое количество. Смотрите, здесь очень большая пачка шортов, здесь большие шорты, здесь бигтрейды, здесь большие шорты, здесь большая пачка шортов, здесь большая пачка шортов, их точно больше, чем бидов. Здесь, всего 2, хорошо. Здесь много, здесь много. Обратите внимание, здесь много асков, намного меньше, бидов больше. По бидам больше бьют. То есть рыночных продаж больше, чем рыночных покупок. И здесь в течение пятницы. Плюс у нас был слабый покупатель, сильный покупатель, потом пошел слабый покупатель. Фактически таких ребят пробивают, дальше уносит их вниз к маржинальной зоне 1/2. Теперь, если мы с вами поговорим про объемы, про самые большие объемы в течение недели, как где закрывались. Так, пятница, четверг, среда, вторник, понедельник. Самые большие объемы понедельника были выше закрытия. Это склоняет к движению вниз. Здесь самые большие объемы были ниже. Это склоняло вверх. Мы действительно выросли. Здесь снова самые большие объемы. Цена закрылась ниже. Это склоняет вниз. То же самое. Цена закрылась ниже. То же самое, цена закрылась ниже. Прям все как-то говорит о том, что у нас немножко разрождается движение на снижение, поэтому потенциально мы можем свалиться. А также я бы вам хотел напомнить о замечательном терминале компании Tiger Trade. Я пользуюсь им сам. На самом деле он стоит своих денег. Вы можете посмотреть. Месячная подписка стоит всего лишь навсего 3900 рублей. Если вы возьмете трехмесячную квартальную подписку, то вместо стоимости 11700 рублей вы заплатите 8900 рублей. А это невероятная экономия 2800 рублей. То есть скидка 23%. Далее наступает скидка 40%. А дальше скидка идет длиной всей жизни. Если вы приобретете этот терминал бессрочно, вы получите для себя, за 100 тысяч рублей, вы получите для себя его полную лицензию вместе с крипто-лицензией, вместе с history плеером, вы получите для себя шикарный терминал. А также я бы хотел вам дать промокод HAMS20, он даст вам скидку в 20%. Этим инструментом, торговой платформой Tiger Trade, я напомню, пользуюсь я сам. Мне он очень сильно нравится и помогает в анализе. Этот терминал полезен будет не только тем, кто торгует среднесрок и долгосрок, но и тем, кто скальпирует, занимается скальпингом. То есть этот терминал будет полезен, в общем-то, для абсолютно всех видов трейдинга. Среднесрочных, долгосрочных и краткосрочных. Поэтому загружайте сейчас. Используйте мой промокод, обязательно проходите на этот сайт, используя мою реферальную ссылку. Собственно говоря, всегда подписано на Tiger Trade вот таким синеньким цветом. Обязательно кликайте, обязательно нажимайте перейти и обязательно скачивайте платформу через мою ссылку и оплачивайте при моем промокоде. Нефть. Нефть работает очень хорошо, цена растет отсюда. Мы подождем 3 дней и к следующему обзору мы с вами обсудим, насколько хорошо произойдет закрытие. Оно должно произойти как минимум на этом же уровне для того, чтобы получить слабый ответ продавца и расти дальше вверх. Потому что если мы закроемся где-нибудь здесь или здесь или здесь, это все будет указывать на дальнейшее снижение цены до зоны покупателя ближайшей. Вот. А пока покупатель растет хорошо, очень хорошо растет у него объем, если еще и этот объем вырастет и будет таким, это будет особенно здорово для покупателя. Вот. Дальше на недельном таймфрейме у нас была хорошая волна на снижение, но по большому счету она остановилась здесь. Еще сильнее ее остановили здесь, сформировали спринг.
Spring с участием в том числе и повышенных объемов. И во время того, пока цена здесь буйствовала, у нас все это время формировалась красная кумулятивная дельта. То есть было намного больше рыночных продавцов, нежели рыночных покупателей. И все они сейчас находятся ниже текущей цены. Всем этим продавцам сейчас невероятно больно. Цена может дорасти вот до этой зоны продаж. Зона продаж 92.60. 88. Честно сказать, даже не знаю, как и с чего ей падать раньше. То есть, потенциально до этой зоны продаж действительно может дотянуть. Сформировали спринг, рост начался очень хороший. Вначале были хорошие покупки, ослабли покупки и подтвердились, такого же уровня покупки, примерно на одном и том же уровне закрытия. А у продавца как дела были? Значит, закрывался хорошо, падали так, потом упали хуже, потом упали еще хуже. То есть это точно говорит нам с вами о дальнейшем росте цены. Плюс еще очень важный момент заключается в том, что начиная с этого экстремума до этого, вы видите, что самый большой объем находится у нас здесь. Пока цена торговалась выше, у нее есть шансы на дальнейший рост, вернее, начать расти. И нефть у нас растет, собственно говоря, как по заказу, как мы с вами договаривались на протяжении вот уже, на самом деле, действительно долгого времени, если быть честным. Наверное, несколько недель мы ждали этого роста, который только сейчас разродился у нас. Потенциально на дневном графике я считаю, что у нас все еще идет четвертая волна, в рамках которой у нас была волна А, Б, С, это была волна А. Дальше движение в рамках волны А, Б, С, это была волна Б. И теперь у нас просто идет волна С, в рамках которой первая волна, вторая волна, сейчас вот идет третья. Она, кстати говоря, быстрее всего еще не закончилась. Потом будет, вот третья идет, наверное, она до сюда куда-то идет. Потом будет волна 4, потом будет даже волна 5, может быть. Только после которой мы сможем свалиться дальше вниз. В целом, вот у нас волна 3 идет, я вам сказал, она еще не закончилась. Ее начало идет, получается, у нас откуда? 3 января, 3 января. Ну вот отсюда, да, понятно, хорошо. В целом ситуация выглядит так, что у нас здесь была завершена, допустим, вот здесь вот была завершена первая волна, дальше волна А, Б, С, это волна 2. Затем у нас пошла первая волна, вторая, третья волна, четвертая, и будет пятая волна роста в рамках третьей волны. То есть в целом движение должно быть таким. То есть сейчас коррекция и рост, понимаете? На дневном графике, конечно, покупатель очень хорош, но мы находимся, вот, наверное, все-таки от этого экстремума у нас начнется какое-то движение вниз. Последние, наверное, там 2-3 торговых дня. Вот отсюда 84.75 у нас будет хорошая коррекция актива, которая позволит нам сделать так, что именно этот месяц он будет плохим. Что позволит нам дорасти до сюда и потом очень сильно свалиться. Но это более дальние планы. Давайте вот говорить о ближайших планах, наверное, именно с такой позиции. Стоит ли вам сейчас покупать? Точно нет. Стоит ли вам продавать? Супер рано. Ждите здесь, на этом уровне, ложный пробой. Это очень важно. Ложный пробой, после которого можно будет начинать снижение, потом дальнейший рост. Что-то в подобном духе, короче. Далее, почему этот рост происходит? На мой личный взгляд, он вполне очевиден. Значит, у нас было хорошее снижение, потом это снижение испортилось, еще испортилось и еще испортилось. Кстати, извините, секундочку. Я хотел вам показать о том, что удерживаю сейчас лонг по NASDAQ не только по фьючерсу на S&P на московской бирже, но и по NASDAQ. И NASDAQ я торгую в рамках тройного ETF на long и на short. Это TQQQ лонговый инструмент и SQQQ это шортовый инструмент. Собственно говоря, и у вас есть два варианта того, как этим добром воспользоваться. Первый вариант это когда вы проходите ко мне в мой Telegram-бот.
Он указан здесь, в описании канала, обязательно сделайте это. Вы можете нажать в разделе меню кнопку Buttons, вам предложат список вариантов. И у вас есть первый вариант. Я обожаю торговать NASDAQ. И, собственно говоря, появляется вся необходимая информация по данному телеграм-каналу. Стоимость подписки на 3 месяца совершенно лояльная, $40. На 6 месяцев $63. На 12 месяцев $96. Либо вы можете это сделать точно так же, нажав на кнопку Buttons, вы получите информацию по автоследованию для квалифицированных инвесторов на бирже NASDAQ. Здесь, соответственно, это работает в рамках сервиса common.ru, автоследование в компании Finam. Собственно, начали мы здесь очень хорошо, сейчас прирост, начали, вернее, не очень хорошо, была просадка, это значение в долларах, доходность отражается. На данный момент времени прирост почти 27% в долларах, что выглядит как здоровская идея, которой вы можете воспользоваться. Обязательно подписывайтесь. Итак, вернемся с вами к нефти. Значит, сейчас на данный момент времени я бы ожидал коррекции в данном активе. Давайте эту третью волну продлим сюда. Да? Дальше у нас будет, соответственно, четвертая волна с какой-то коррекцией. И вот вы уже должны заходить на рост в рамках пятой волны. Кстати говоря, я думаю, что в целом мы однозначно должны подрасти где-то до уровня 87, а желательно 88.16, 89.99. Это в рамках как бы вот этого роста, о котором я вам сообщаю. На часовом графике идет очень сильный рост, по фану, конечно, по фану. Вы можете пробовать зайти в лонг на пробой, используя короткий стоп-лосс на часовом графике. Здесь сильно больших позиций не рекомендую открывать. Потенциально можно очень хорошо вырасти. Вот. В целом, конечно, хотелось бы увидеть именно коррекцию. Итак, напомню, у нас была, значит, первая волна. Нет, не так. У нас была первая волна, вторая. Дальше пошла, соответственно, третья волна, будет четвертая с откатом и пятая волна. По фану можно зайти, опять же, используя маленький объем позиции, но лучше все-таки это сделать с отката. До каких уровней у нас теоретически возможен откат? Возможно, будет откат до этой зоны покупателя. Зона покупателя очень хорошая, ее поглотили очень сильно, быстро, здорово. И поэтому в этой зоне покупателя 82.50, 81.60 можно пробовать искать точки входа в лонг. Теперь мы с вами говорим про золото. Золото имеет, к сожалению, на данное времени некоторую тенденцию на снижение, но я не буду пока из-за этого переживать. В целом у нас было очень хорошее движение вниз, потом оно ускорилось, потом оно очень сильно ослабло. Это говорит о том, что покупатель здесь сильнее, мы можем очень сильно вырасти. К тому же, если мы будем сравнивать не только продавца с продавцом, но и покупателя с покупателем, вначале наш рост был вот таким, потом наш рост стал таким. Вы видите, что в этот раз мы выросли сильнее, чем в прошлый. И, в общем-то, это может говорить именно о позитивном покупателе. С точки зрения Volume Spread Analysis, здесь покупатель глобально гораздо сильнее, чем продавец. С точки зрения локальной истории, у нас вот есть исторический экстремум, в рамках него у нас произошел аптраст. Аптраст – это мощный сигнал на снижение, но пока цена вниз особо не стремится, хотя всего лишь навсего первый месяц после аптраста, конечно, здесь может происходить это несколько дольше. Самые большие объемы, начиная с октября 2022 года, находятся значительно выше, несколько выше, чем текущие, вернее не так, несколько ниже, чем текущие цены, и это говорит о том, что это подталкивает наши цены к дальнейшему росту. На недельном таймфрейме, опять же, вот здесь у нас получился аптраст, да, были сильные продажи, которые, к сожалению, продолжиться не смогли, пошли покупки,
слабые продажи. Кстати говоря, покупки очень слабые. Потом слабые продажи, опять слабые покупки, вновь слабые продажи. Здесь ни та, ни другая сторона не может сейчас одержать какой-либо победы. В общем-то, по большому счету, именно это происходит в рамках треугольника. И здесь это действительно есть и видно, заметно, даже на недельном графике выглядит это как волна А, Б, С, там дальше волна D, волна E, после чего потенциально будет дальнейшее движение цены вверх, как минимум на обновление этого экстремума. С точки зрения аккумулятивной дельты, здесь на экстремуме на ложном пробое у нас выскочило много покупателей, вернее не выскочило, а появилось много покупателей, которые, соответственно, сейчас, скорее всего, это были закрытия вот этих продавцов, да, ну и новые покупатели, которые сейчас теряют деньги. В принципе, на недельном таймфрейме у нас тоже появляется красная дельта. По большому счету, вот мы смотрим на месячном графике от минимума 2022 года, на недельном графике я смотрю от минимума от октября 2023 года, тоже, кстати, от октября. Может, это какой-то золотой месяц, что мы в октябре начинаем расти. Здесь в октябре начали расти, здесь в октябре начали расти. Интересно, а здесь, соответственно... Ну, тоже вот 10-й месяц 2021 года, после чего начали расти. Интересно. А ну-ка. Здесь, а здесь вот в 10-й месяц после этого началось снижение. Ну, так себе просто. Так себе. Начиная с октября 2023 года наибольший объем всего роста находится ниже текущей цены, что опять же поддерживает ее в росте. Ну и вот, собственно говоря, дневной график, на котором этот самый треугольник выглядит гораздо более очевидно. Собственно, вот у нас была волна А. Она, кстати говоря, выполнялась троечкой, прям это очень хорошо заметно. Дальше волна Б тоже выполнялась троечкой. Дальше идет волна С, которая, ну, менее заметна, но все-таки выполняется троечкой. Дальше идет волна D. Волна D может быть выполнена либо зигзагом. Но здесь уже не зигзаг, здесь уже плоскость совершенно точно. Может быть хороший рост до уровня 2070, на котором будет сформирован аптраст для снижения на уровень 2030 и по дальнейшим ростам актива. Потенциально, я думаю, что золото может начать хороший рост вот уже в самое ближайшее время. Актив пока имеет маржинальный приоритет на снижение на часовом графике от уровней, построенных от этого минимума. Ну, надо бы перестроить, конечно, от этого, но у них разница незначительная. Поэтому не будем сейчас мучиться, стараться. В конечном итоге, на дневном графике, кстати говоря, давайте посмотрим о том, как атакует покупатель, как атакует продавец. Смотрите, во-первых, здесь был спринг, ложный пробой, вот он тут совершенно очевиден, да? Два спринга у нас. Спринг спринга получился. Кстати говоря, здесь тоже был спринг. Вот. Если смотреть за тем, как работал продавец последние разы, то давайте смотреть здесь, здесь, здесь и здесь. Смотрите, вначале мы закрылись здесь, потом мы закрылись вот здесь. Это ухудшение, большое ухудшение. Потом мы закрылись здесь, это улучшение. Теперь мы закрылись здесь, это ухудшение. То есть продавец в последний раз показал плохой результат. Что говорить о покупателе? Покупатель, вот если смотреть с одной и той же точки, то покупатель пока тоже закрывается фигово, честно сказать. Но здесь хотя бы покупатель сформировал спринг, а продавец просто показывает плохие продажи. То есть, если смотреть исключительно на два этих бара продаж, то у нас идут сильные покупки, против которых идут слабые продажи. Поэтому я бы ждал роста актива, ну вот до уровня 2070. Стоит ли вам покупать здесь на пробой? Нет, не стоит, потому что есть важный уровень 2030. Вот. На часовом графике можно попробовать локальную сделку. Вот здесь поставить лонг, сюда поставить стоп-лосс. Кстати говоря, обратите внимание, я говорю о золоте на бирже Комекс. Пожалуйста, следите за тем, на какую биржу я показываю.
да, ну и потенциально рассчитывать на такой вот рост с коротким стоп-лоссом. Я думаю, что это имеет в себе высокий потенциал. В целом, я считаю, что у нас идет, кстати говоря, четвертая волна. У нас идет четвертая волна внутри более старшей третьей волны. Да? Да. У нас идет четвертая волна, и именно поэтому этот треугольник возможен. В рамках этой самой четвертой волны у нас была первая волна, вторая, третья волна, четвертая и идет пятая волна. Вы скажете, что в третьей волне диагонали не бывает, и это совершенно правда. И что здесь четвертая волна протестировала завершение первой. Но я делаю здесь скидку на то, что вот здесь произошел гэп. Это гэп из-за перехода с контракта на контракт. Соответственно, здесь произошел гэп вверх. Соответственно, в реальности, если бы этого гэпа не было, цена бы остановилась вот здесь, то есть она бы не дошла до этого уровня. Поэтому фактически теста этого не было. Мы видим тест завершения первой волны исключительно из-за особенностей как бы склейки контрактов. Теперь мы говорим про природный газ. На природном газе у нас был очень сильный рост, и он весь испарился за буквально одну неделю. Да? Значит, было даже еще хуже в начале этой недели, которую только что завершили. Ну ладно, короче, значит, у нас сейчас формируется слабый покупатель с повышенным объемом, сниженным спредом, повышенным прогрессом. То есть у нас вырастает волатильность, растет борьба между покупателем и продавцом на месячном графике. Но месяц еще не закрыт, посмотрим, как будут следующие 3 дня. На недельном таймфрейме у нас в начале был хороший рост, потом этот рост стал намного слабее. Также здесь было отличное движение цены вниз, которое потом стало совсем уж слабым, поэтому его вынесли дальше вверх. Но продавец вновь отвечает: раньше мы падали до сюда, теперь мы падаем до сюда. Да? И разница следующая: раньше было первая, вторая, там 3, 4 и за 5 баров мы падали, теперь за там, допустим, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, 7 баров. Видите? Вот здесь завершаем движение уже на 7 барах, а на целую клетку вниз не смогли достать. Это говорит уже о том, что продавец слабеет. Продавец слабеет, и в целом у нас, конечно, может получиться движение вниз до уровня $2 и сформируется спринг. После этого природный газ начнет расти в цене, возможно, даже очень сильно. С точки зрения движения, с точки зрения как бы того, что у нас происходит на графике и кумулятивная дельта ужасно красная. Во все это время, во всей этой коробочке у нас очень много продавцов. И эти продавцы поплатятся. Видите, продаж очень много, а цена вниз особо уже не идет. Мы уже очень долго находимся в этой коробке. Начиная, вот, ну, грубо говоря, там, с февраля 2023 года. Поэтому мы можем достигнуть еще дна этой коробки для того, чтобы вырасти очень сильно. Теперь мы говорим про природный газ на дневном графике и на часовом. Волатильность, конечно, зашкаливает. Мне уже даже лень здесь перестраивать как-то маржинальные зоны. Прям дневная волатильность очень-очень много процентов. Работать невероятно трудно. Но сейчас, считаю, у нас идет 5-я волна на снижение. Так, это дневной график. На дневном графике у нас идет 5-я волна на снижение, в рамках которой у нас была сформирована первая волна, вторая, дальше 3-я волна, 4-я. И обратите внимание, что 4-я волна протестировала завершение первой волны. И это формирует нам возможность сформировать расширяющуюся диагональ, в которой 5-я волна будет еще больше, чем 3-я волна. Вот, я думаю, что не сильно больше, но она будет, то есть как минимум такого же размера. Да и особо, если честно, уже особо ниже-то
и не приходится ходить, но это где-то 2 доллара. А если говорить про максимальное движение, которое возможно в рамках пятой волны, это 140-160%, это уровни 1.673, 1.368, ну, честно сказать, уровни выглядят как фантазийные. Все-таки 2 доллара выглядят более логичными и привлекательными. Оп. Я извиняюсь. На дневном графике у нас произошел тест вот этой вот зоны продаж. Из зоны продаж отвечает продавец. Продавец ответил сильно, покупатель тоже отвечает сильно, даже очень. Поэтому мы можем увидеть сильное движение. Да фиг его знает. Честно сказать, волатильность невероятная. Ребят, давайте так, что на ваш страх и риск. Даже в рамках вот этой пятой волны, вот у нас идет пятая волна, в рамках нее у нас была первая, вторая, очевидно, третья. Дальше у нас было следующее движение, как первая, вторая, там, третья, четвертая, пятая волна. Это была волна А. Дальше троечок в рамках волны Б, совершенно очевидный. Да? И теперь будет волна С, и прикиньте, она будет еще вот до сюда, до 2.950. И вот после того, как она здесь сформирует ложный пробой, нет, даже вот здесь она сформирует с этими экстремумами, в том числе ложный пробой, 2.950, будет ложный пробой, можно будет рассматривать дальнейшее снижение. Вот, то есть точка входа должна быть где-то в этом диапазоне со стопом за максимум. Сейчас входить в шорт просто максимально преждевременно. Должна быть волна С внутри волны 4 на вот часовом графике. А теперь мы с вами обсуждаем последний на сегодня актив, это индекс доллара. Значит, месячный график идет очень хорошо. Нам было бы здорово, если бы месяц закроется выше уровня 104. Да, вот, если быть более точным, здесь закрытие было 104.15. Будет здорово, если мы закроем этот месяц где-то вот здесь, допустим, или здесь. Ну, чем выше, тем лучше. Собственно, надо отметить вот здесь зону продаж, да, из которой будет ответ продавца, и вот здесь большая зона для продаж. Вот, но об этом потом. То есть, чем выше 104.15 мы закроемся, тем лучше. С точки зрения того, как это выглядит на недельном графике, у нас был здесь спринг, потом спринг спринга, потом тест уровня спринга и очень хороший рост цены, дохлые продажи, поглощение дохлых продаж. Во время роста цены, рост объема. Вы видите, это говорит о том, что есть интерес с точки зрения покупателя. А дальше у нас сейчас есть небольшое замедление покупок, поскольку мы зашли в зону продаж. И зоны, это говорит о том, что есть продавец, но он особо пока не активен, поэтому возможно некоторая коррекция для того, чтобы вырасти еще сильнее. Но это что касается недельного графика. Может быть, не отсюда. Может быть, мы заберемся вот сюда куда-то или даже сюда, и только потом у нас начнется ответ продавца. Вполне себе возможная история. С точки зрения текущего роста у нас весь этот рост проходит на синей кумулятивной дельте. Что, в общем-то, хорошо. Растут объемы, растет синяя дельта. И все покупатели работают очень эффективно. Дальше мы говорим про дневной график индекса доллара и про часовой. Ну, если для вас это любопытно. Обратите внимание, что вот то, что я обожаю просто делать, это сравнивать продажи с продажами, покупки с покупками. Значит, вот текущие наши продажи, которые вы видите здесь, которые идут, все 3 бара продаж, да, они идут вот по большому счету из этого бара продаж. Раньше мы закрывались здесь. Видите, ни одного раза больше цена не закрылась здесь. Это говорит о том, что продавец работает хуже, чем он работал раньше. Если здесь у него было одинаковое закрытие, то теперь это закрытие сильно испортилось и находится на уровне 103.29. Кстати говоря, здесь было закрытие 103.29,
48, 103, 29. Ну да, слабый продавец. По-хорошему, если вы торгуете фьючерс на доллар где-либо, например, на бирже ICE, то потенциально здесь можно вырасти. Но, к сожалению, вы сразу же воткнетесь в эту зону для продаж. Из этой зоны для продаж совершенно точно будет ответ продавца. Поэтому я бы, наверное, не рекомендовал. Наверное, я бы пропустил этот сигнальчик. Возможно, у нас будет какое-то вот такое движение, да. Но вот на ретесте, на слабом движении вниз вполне себе можно было бы попробовать и зайти в покупку. А на этом у меня все. Я надеюсь, вы все поставили свой лайк. Я напомню, как протест, чтобы не писать комментарий. И я надеюсь, что вам всем этот обзор был по душе и очень понравился. Всем большой удачи. Всем пока. А вот, кстати говоря, про сравнение, видите, вот здесь тоже в начале продавец лучше, потом хуже. Раз, поглотили. Здесь тоже вроде продавец одинаковый, потом хуже. Будет тоже поглощение, но сильно вверх уйти будет трудно. Короче, всем пока.